Что именно китайские ученые обнаружили подо льдом Антарктиды и почему эта находка вызвала закрытые переговоры между несколькими ядерными державами? Под ледяным панцирем толщиной почти 4 километра скрывается система подледниковых озер размером с Западную Европу. И в одном из них приборы зафиксировали тепловую аномалию, которую не объясняет ни один известный геологический процесс. Китайская полярная станция Кунь-Лунь первой получила данные, которые американские и российские коллеги поначалу назвали ошибкой оборудования, пока не получили собственные подтверждения. Зимой 22 года буровая установка китайской экспедиции на куполе А, самой высокой точки антарктического плато, пробила последние метры льда и опустила зонд в воду подледникового озера на глубине 3800 метров. Именно тогда датчики температуры показали то, что оператор сначала принял за неисправность. Вода у дна была теплее, чем у поверхности озера. Не на десятые доли градуса, на 4 целых градуса по Цельсию. Это физически невозможно для изолированного водоема без внешнего источника тепла. Руководитель экспедиции Лю Сяохань немедленно запросил повторный замер. Второй зонд подтвердил первый. Третий тоже. Тепло шло снизу, из породы, и его интенсивность в несколько раз превышала фоновый геотермальный поток, характерный для этого района Антарктиды. Для сравнения, стандартный геотермальный поток под Центральной Антарктидой составляет около 50 милливатт на квадратный метр. Приборы фиксировали значения выше 200. Первое, что предположили геологи в команде – скрытый вулканический очаг. Антарктида не является сейсмически мертвым континентом. Подо льдом известно около 100 вулканов, большинство из которых давно потухли. Но сейсмические данные со станции Кунь-Лунь не показывали никакой вулканической активности в радиусе 300 километров от точки бурения. Магматический очаг такой мощности оставил бы четкий сейсмический след. Его не было. Тогда группа геофизиков обратила внимание на второй параметр, который поначалу отошел на второй план – магнитная аномалия. Еще в 2019-м американские и британские ученые опубликовали карту магнитных аномалий Антарктиды, построенную по данным аэромагнитной съемки. На этой карте прямо под куполом А располагалось пятно интенсивностью, сопоставимой с крупными железорудными месторождениями. Китайцы знали об этой аномалии. Именно она частично определила выбор точки бурения. Но теперь, наложив тепловые данные на магнитную карту, они получили точное совпадение. Источник аномального тепла и источник магнитной аномалии находились в одной точке на глубине около 5 километров ниже коренных пород. 5 километров ниже коренных пород – это значит 9 километров ниже поверхности льда. Туда не достает ни одна существующая буровая установка в мире. Группа Лю Сяоханя отобрала пробы воды из озера и законсервировала их в условиях строгой стерильности. Стандартная процедура для подледниковых водоемов, где возможна уникальная микробная жизнь. Когда образцы доставили на станцию и провели первичный химический анализ, результат оказался настолько неожиданным, что старший химик экспедиции Чэнь Вэй переделал анализ дважды. Вода содержала изотопный состав водорода и кислорода, характерный для осадков возрастом не менее 15 миллионов лет. Это ожидаемо для древнего подледникового озера. Но помимо этого, в воде присутствовали следовые количества элементов, которые в таком сочетании не встречаются в природных водоемах Земли. Высокая концентрация гелия-3, аномальное соотношение изотопов железа и следы иридия в количестве на 3 порядка, превышающем норму для континентальных водоемов. Иридий – элемент крайне редкий в земной коре, но характерный для метеоритного вещества и для глубинных мантийных пород, поднятых на поверхность в результате крупных ударных событий. Именно аномальный слой иридия в горных породах по всему миру стал главным доказательством падения астероида 66 миллионов лет назад, уничтожившего динозавров. Лю Сяохань закрыл доступ к данным внутри экспедиционной группы и отправил зашифрованный отчет в Пекин в течение 12 часов после получения результатов химического анализа. Через 3 суток на станцию Кунь-Лунь прилетел борт с 2 сотрудниками Государственного океанографического управления Китая, ведомство, которое формально занимается морскими исследованиями, но фактически координирует все стратегические научные программы страны в полярных регионах. 2 сотрудников из Пекина провели на станции Кунь-Лунь 4 дня. За это время они скопировали все необработанные данные бурения, изъяли половину законсервированных водных образцов и установили на буровом комплексе дополнительный блок оборудования, назначение которого команде Лю Сяоханя не объяснили. После их отлета Лю получил письменное распоряжение. Все дальнейшие результаты исследований передаются напрямую в Пекин до публикации и до обмена данными с иностранными партнерами по договору об Антарктике. Это распоряжение само по себе было нарушением стандартной процедуры. Китай является участником договора об Антарктике с 1983 года и обязан публиковать научные данные в открытом доступе. Закрытие результатов экспедиции, даже временное, технически противоречит духу договора, хотя прямого механизма принуждения к открытости в нем нет. Но данные все равно вышли наружу. Только не через официальные каналы.
В марте 23 года норвежский геофизик Эрик Торвальдсен из университета Тромсё опубликовал в журнале «Геофизические исследовательские письма» статью, в которой проанализировал данные спутника ИКС СМР Европейского космического агентства. Этот спутник измеряет гравитационные аномалии Земли с точностью, достаточной для обнаружения крупных подповерхностных структур. Торвальдсен не имел доступа к китайским данным, он работал исключительно с открытыми спутниковыми архивами. И тем не менее, его карта гравитационных аномалий купола А показала то же самое. В точке, совпадающей с китайским буром, на глубине около 9 километров от поверхности льда, находится объект с аномально высокой плотностью. Торвальдсен интерпретировал его как возможный древний астероидный кратер диаметром около 20 километров, заполненный ударным расплавом, застывшим в виде плотных пород. Статья прошла незамеченной в широкой прессе. Геофизические журналы не привлекают массовой аудитории. Но в течение 2 недель после публикации Торвальдсену написали независимо друг от друга трое. Исследователь из британской антарктической службы, геолог из Массачусетского технологического института и, неожиданно, анонимный источник, который в переписке идентифицировал себя как сотрудник китайской полярной программы. Анонимный источник сообщил Торвальдсену 3 конкретных факта. Первое. Китайская экспедиция уже подтвердила существование аномалии прямыми измерениями. Второе. Тепловой поток из объекта активен прямо сейчас, а не является реликтом древнего события. Третье. В данных зонда зафиксированы низкочастотные акустические колебания, исходящие из глубины с периодичностью около 27 минут. Именно третий пункт разделил научное сообщество на 2 лагеря быстрее, чем любой другой факт в этой истории. Акустические колебания с четкой периодичностью в геологической среде – это не нонсенс. Гейзеры работают циклически, приливные деформации пород создают периодические сигналы. Но 27 минут — это очень специфический период, не совпадающий ни с одним известным природным геологическим ритмом для данного типа среды. Приливный цикл измеряется часами. Гейзерные циклы — минутами или десятками минут, но они нестабильны и зависят от множества переменных. Стабильный 27-минутный цикл акустического сигнала из точки с аномальным тепловым потоком и иридиевым следом — это сочетание, для которого у геологии нет готового объяснения. Торвальдсен опубликовал письмо анонимного источника, без имени отправителя, в своем научном блоге. Через 48 часов блог получил 500 000 просмотров. Через 72 часа представитель Государственного океанографического управления Китая выступил с заявлением, назвав публикацию безответственной интерпретацией неверифицированных данных и подтвердив, что экспедиция на куполе А проводила плановые буровые работы без каких-либо экстраординарных результатов. Это заявление вышло в пятницу вечером. В следующий понедельник утром Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства без предварительного объявления перенаправило один из своих антарктических исследовательских спутников на новый маршрут, увеличив частоту съемки купола А с 1 раза в 2 недели до ежедневной. Перенаправление спутника не осталось незамеченным. Данные об орбитальных маневрах американских аппаратов отслеживают минимум 4 независимые организации, включая Европейский центр космических операций и несколько университетских групп. Уже через 2 суток в открытом доступе появилось подтверждение. Спутник действительно изменил маршрут, и новая зона приоритетной съемки точно совпадала с координатами китайского бурения. Российское федеральное агентство по гидрометеорологии отреагировало через 96 часов после американского маневра. Станция «Востоком», российская полярная база, расположенная примерно в 600 километрах от купола А, получила запрос на проведение внеплановых сейсмических измерений в направлении китайской точки бурения. Запрос пришел не из научного ведомства. Он пришел из Москвы, из структуры, которую в официальных документах обозначили аббревиатурой, соответствующей одному из департаментов Министерства обороны. К концу апреля 2023 года вокруг данных с купола А сложилась ситуация, которую один из американских геофизиков в частной переписке описал коротко. Все знают, что там что-то есть, никто не говорит, что именно, и каждый пытается получить данные раньше остальных. Британская антарктическая служба объявила о расширении программы аэромагнитной съемки Восточной Антарктиды планово, без указания конкретных целевых зон. Но маршруты запланированных полетов, которые служба была обязана зарегистрировать в системе управления воздушным движением Антарктиды, проходили непосредственно над куполом А. Австралийский антарктический дивизион в мае 2023 года подал заявку на выделение дополнительного финансирования для исследования подледниковых гидрологических систем Восточной Антарктиды. Заявка была одобрена в течение 3 недель. Рекордный срок для австралийского научного финансирования, которое обычно рассматривается от 6 месяцев до года. В июне того же года произошло событие, которое окончательно вывело ситуацию за рамки научной дискуссии.
Индия страна, которая не имеет исследовательских станций в Восточной Антарктиде и исторически сосредоточена на изучении западной части континента. Официально уведомила секретариат договора об Антарктике о намерении построить новую постоянную станцию. Заявленные координаты будущей станции находились в 180 километрах от купола А. Именно это решение Индии спровоцировало первую публичную дипломатическую реакцию. Китайский МИД выпустил ноту, в которой выразил озабоченность милитаризации научной деятельности в Антарктиде. Формулировка, которую дипломатические наблюдатели расценили как прямой сигнал Дели о том, что Пекин считает купол А зоной своих стратегических интересов. Индийская сторона ответила, что строительство станции является законным правом страны, участницы договора об Антарктике, и не требует согласования с третьими государствами. Между тем, сам Торвальдсен к этому моменту уже получил доступ к данным, которые изменили его первоначальную интерпретацию. Британский исследователь из антарктической службы, написавший ему после публикации статьи, переслал результаты сейсмической томографии, полученные в рамках совместного британско-американского проекта еще в 2021 году и не опубликованные по причинам, которые в переписке были названы административными задержками. Томография показывала структуру пород под куполом А на глубину до 12 километров. Объект на глубине 9 километров имел на томографическом изображении форму, которую Торвальдсен написал в своих заметках одним словом – правильную. Не идеально правильную в математическом смысле. Сейсмическая томография не дает такого разрешения. Но достаточно правильную, чтобы исключить случайное геологическое образование. Структура имела выраженную радиальную симметрию диаметром около 18 километров с центральным уплотнением и концентрическими слоями различной плотности вокруг него. Картина, типичная для застывшего ударного расплава после падения крупного метеорита. Но была одна деталь, которая в кратерную гипотезу не укладывалась. Центральное уплотнение на томограмме было не монолитным. Внутри него сейсмические волны замедлялись так, как они замедляются в пористых или частично полых структурах. В центре объекта, судя по данным, находилась полость или несколько полостей, объемом который Торвальдсен оценил приблизительно в несколько кубических километров. Именно эта деталь попала в руки журналистов раньше, чем ученые успели договориться о совместном заявлении. И именно она превратила сугубо научную дискуссию в международный скандал. Утечка произошла через немецкое издание, специализирующееся на научной журналистике. Редакция получила по зашифрованному каналу пакет документов объемом около 300 страниц, внутреннюю переписку между несколькими европейскими исследовательскими институтами, черновики незавершенных статей и, главное, сканы 2 страниц из отчета, который по формату и структуре соответствовал официальным документам китайской полярной программы. На этих 2 страницах была таблица акустических измерений с купола А за период с декабря 22 по февраль 23 года. Таблица содержала то, о чем анонимный источник сообщал Торвальдсену в частном порядке, но теперь с конкретными числами. 27 минут и 14 секунд. Именно такой была средняя периодичность акустического сигнала. Отклонение от этого периода за 83 зафиксированных цикла составило менее 2 секунд суммарно. Это была стабильность, которую не демонстрирует ни один известный природный источник периодических сигналов в твердых породах. Немецкое издание опубликовало материал с таблицей в четверг утром. К вечеру того же дня его перепечатали 47 крупных мировых изданий. Китайское посольство в Берлине выпустило опровержение через 6 часов после публикации, назвав документы фальсификацией. Однако 2 независимых эксперта по форматированию документов, опрошенных изданием еще до публикации, подтвердили: структура таблицы, система обозначений и формат служебных пометок соответствуют стандартам китайской государственной научной документации. Параллельно с публикацией произошло еще одно событие, оставшееся в тот момент почти незамеченным на фоне медийного шума. Американское геологическое общество в срочном порядке отозвало из печати статью 2 своих членов, посвященную геотермальным аномалиям Восточной Антарктиды. Статья прошла рецензирование и была принята к публикации в журнале за 3 недели до скандала. Официальная причина отзыва – необходимость дополнительной верификации данных. Один из авторов статьи, геолог из Университета Колорадо, отказался от любых комментариев. Второй автор сообщил коллегам, что получил звонок из Вашингтона с настоятельной просьбой повременить с публикацией. К этому моменту в истории появился новый участник, о котором публично почти не говорили. Норвежская компания, специализирующаяся на глубоководном бурении для нефтяной промышленности, получила от анонимного заказчика запрос на оценку стоимости и технической осуществимости бурения на глубину 10 километров в условиях антарктического климата. Запрос был оформлен
подан как предварительный коммерческий запрос без указания конкретного местоположения. Компания передала информацию об этом запросе норвежским властям. Стандартная процедура для любых коммерческих операций, связанных с Антарктидой, которая требует уведомления национальных компетентных органов. Норвежские власти, в свою очередь, уведомили секретариат договора об Антарктике. Секретариат договора об Антарктике расположен в Буэнос-Айресе и занимается координацией между 45 странами-участницами. Его исполнительный секретарь Альберто Пенья созвал внеочередное консультативное совещание на июль 2023 года, первое внеочередное совещание за 8 лет. Повестка была сформулирована нейтрально. Вопросы соблюдения научной открытости и коммерческой деятельности в Антарктиде. Но все участники понимали, о чем пойдет речь. На совещании в Буэнос-Айресе китайская делегация заняла позицию, которую дипломаты описали как конструктивно-уклончивую. Представители Китая подтвердили факт буровых работ на куполе А. Признали получение ряда нестандартных геофизических данных, требующих дополнительного изучения, и заявили о готовности к международному научному сотрудничеству, без указания сроков, формата и объема передаваемой информации. Американская делегация потребовала немедленного доступа к исходным данным в соответствии со статьей 3 договора об Антарктике, обязывающей стороны к обмену научными результатами. Китайская сторона ответила, что данные находятся в стадии обработки и будут переданы в установленном порядке по завершении анализа. Совещание завершилось без конкретных решений, но с одним значимым результатом. Россия, которая весь предшествующий период хранила публичное молчание, впервые официально заявила о своей заинтересованности в получении данных с купола А. Российский представитель особо подчеркнул, что станция «Восток» является ближайшей к точке обнаружения аномалии постоянно действующей полярной базой, и что Россия располагает уникальным опытом глубокого бурения в антарктических условиях. Именно российские буровики в 2012 году впервые в истории достигли воды озера «Восток» после 20 лет работы. Этот опыт, по словам представителя, делает Россию незаменимым партнером для любого проекта по дальнейшему изучению аномалии. Люся Охань к этому моменту уже покинула Антарктиду. Его местонахождение не сообщалось публично. Связаться с ним не смог ни один журналист. В августе 2023 года спутниковые снимки купола А показали нечто, чего там не было 4 месяца назад. Рядом со станцией Кунь-Лунь выросло 6 новых строений. 3 жилых модуля, 2 технических блока и одно сооружение без аналогов в стандартной полярной архитектуре. Длинное низкое здание с усиленным фундаментом, вентиляционными шахтами по периметру и подъездной платформой, рассчитанной на тяжелую технику. Рядом со зданием на снимках были видны следы от гусеничной техники, уходящие в направлении точки бурения. Китай не публиковал никаких официальных сообщений о расширении станции Кунь-Лунь. Полярная логистика устроена так, что любое крупное строительство в Антарктиде требует завоза материалов и оборудования, а значит регулярных транспортных рейсов. Независимые наблюдатели начали отслеживать авиационный трафик над Восточной Антарктидой. С ноября 22 по август 23 года количество зафиксированных транспортных рейсов китайских воздушных судов в направлении купола А выросло в 4 раза по сравнению со средним показателем предыдущих 5 лет. Несколько рейсов выполнялись бортами, не зарегистрированными в открытых базах данных гражданской авиации. Норвежский исследователь Торвальдсен к этому времени сотрудничал уже с группой из 9 ученых из 6 стран, которые неформально координировали свои усилия по анализу открытых данных. Группа обратила внимание на деталь, которую пропустили журналисты. Новое длинное здание на спутниковых снимках было ориентировано точно по направлению к точке бурения и имело размеры, соответствующие размещению буровой колонны диаметром значительно большего калибра, чем стандартное научное оборудование. Для сравнения, научные буровые установки в Антарктиде работают с колоннами диаметром от 100 до 120 мм. Промышленные буровые установки для глубокого бурения используют колонны диаметром от 300 мм и выше. Расстояние от поверхности до объекта на глубине 9 км требует именно промышленного оборудования. В сентябре 2023 года Антарктиду посетила делегация консультативного комитета по антарктическим исследованиям. То есть это международного научного органа, координирующего полярные программы. Делегация запросила разрешение на инспекционный визит на станцию Кунь-Лунь в соответствии со статьей 7 договора об Антарктике, которая прямо предусматривает право любой страны-участницы на инспекцию любой станции без предварительного уведомления. Китайская сторона ответила, что станция в данный момент находится на этапе технического обслуживания и посещения возможно в согласованные сроки. Делегация настаивала на немедленном доступе. Китайская сторона повторила свой ответ. Инспекция так и не состоялась. Именно этот эпизод впервые заставил официальных представителей нескольких правительств употребить в официальных документах слово «нарушение» применительно к действиям Китая в Антарктиде.
До этого момента все стороны тщательно избегали прямых обвинений. Американский государственный департамент выпустил заявление, в котором выразил серьезную обеспокоенность соблюдением принципов открытости, закрепленных в договоре об Антарктике. Европейский Союз присоединился к заявлению в течение 48 часов. Китайский МИД ответил, что все действия страны полностью соответствуют международному праву, а иностранное давление на китайскую научную программу является политически мотивированным вмешательством в суверенные исследовательские интересы. Слово «суверенные» в контексте Антарктиды, континента, на котором ни одна страна официально не имеет суверенитета, было замечено всеми. Договор об Антарктике заморозил все территориальные претензии в 1959 году, но не отменил их. 7 государств сохраняют замороженные претензии на антарктические территории, и Китай среди них не числится. Употребление слова «суверенные» применительно к деятельности на куполе А стало первым публичным сигналом того, что Пекин, возможно, рассматривает ситуацию в категориях, выходящих за рамки научного сотрудничества. Российская сторона в этот период неожиданно заняла позицию, которую наблюдатели расценили как молчаливую поддержку Китая. Москва не присоединилась к американо-европейскому заявлению и воздержалась от любых публичных комментариев по вопросу инспекции. Вместо этого Россия объявила о начале собственной расширенной исследовательской программы на станции «Восток» с увеличением численности персонала и завозом нового бурового оборудования. На куполе А к октябрю 2023 года, по оценке нескольких независимых аналитиков, основанной на спутниковых снимках и данных о транспортных рейсах, постоянно находилось не менее 40 человек. Стандартный зимовочный состав станции Куньлунь до 2022 года составлял 25 человек в летний сезон и 0 в зимний. Станция впервые в своей истории работала круглогодично. В ноябре 2023 года Соединенные Штаты объявили о создании специальной межведомственной рабочей группы по Антарктиде. В ее состав вошли представители Национального научного фонда, Геологической службы, Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства и, что не имело прецедентов в истории американской антарктической политики, Министерства обороны. Официальная формулировка задачи группы звучала как «Оценка стратегических интересов США в Антарктиде в свете меняющейся геополитической обстановки». Последний раз американские военные были официально вовлечены в антарктическую политику в 1958 году, за год до подписания договора об Антарктике. Одновременно программа американских антарктических исследований получила экстренное дополнительное финансирование в размере $280 миллионов, сумму вдвое превышающую годовой бюджет всей предыдущей программы. Значительная часть средств была направлена на разработку новой буровой технологии, способной работать в условиях экстремального холода на глубинах свыше 8 километров. Контракт получила компания из Хьюстона, специализирующаяся на глубоководном бурении в нефтяной промышленности, та же отрасль, из которой пришел анонимный норвежский запрос несколькими месяцами ранее. Европейское космическое агентство в декабре 2023 года запустило малый спутник, официально предназначенный для мониторинга таяния антарктических льдов в рамках климатической программы. Орбита спутника обеспечивала ежедневное прохождение над куполом А с разрешением съемки, достаточным для развлечения объектов размером от 50 сантиметров. Япония объявила о строительстве новой антарктической станции в Восточной Антарктиде, первой японской базы в этом регионе за 30 лет. Заявленный научный профиль станции включал геофизику, глициологию и формулировка, которую эксперты отметили как нетипичную для японских полярных программ – исследование глубинных структур континентальной коры. Индия не отказалась от плана строительства своей станции, невзирая на китайскую ноту. Более того, индийское правительство ускорило сроки. Если первоначально строительство планировалось начать в антарктическом лете 2025 года, новый график предусматривал начало работ уже в сезоне 2024. К началу 2024 года вокруг купола А складывалась ситуация, которую политологи в частных беседах сравнивали с началом космической гонки. С той разницей, что в космической гонке 1957 года участвовали 2 страны, а здесь их было уже 6, и правила игры определялись договором, написанным в совершенно другую эпоху. Договор об Антарктике 1959 года создавался как инструмент демилитаризации и научного сотрудничества в условиях холодной войны. Его авторы не предусмотрели сценария, при котором под антарктическим льдом может находиться объект, представляющий стратегический интерес. Просто потому, что в 1959 году никто не располагал технологиями, способными что-либо там обнаружить. Договор запрещает военные базы, испытания оружия и ядерные взрывы. Он не содержит никаких положений о правах на ресурсы или объекты, обнаруженные в недрах континента. Этот правовой вакуум стал отдельной темой для острых разногласий. Юристы-международники разделились на 2 лагеря. Первые утверждали, что протокол по охране окружающей среды 1991 года, запрещающий любую добычу ресурсов в Антарктиде до 1928 года,
распространяется на любые объекты в недрах континента, независимо от их природы. Вторые возражали, протокол регулирует добычу минеральных ресурсов, но не предусматривает ситуацию с объектом, природа которого еще не установлена и который может не являться ресурсом в традиционном смысле. Торвальдсен опубликовал в феврале 2024 года вторую статью, на этот раз в соавторстве с 6 коллегами из 4 стран. Статья суммировала все доступные открытые данные по аномалии купола А и содержала 3 возможные интерпретации. Первая. Древний астероидный кратер с необычно высокой остаточной геотермальной активностью и специфическим химическим составом пород. Вторая. Неизвестный тип геологической структуры, связанный с глубинными мантийными процессами. Третья интерпретация была сформулирована осторожно, с многочисленными оговорками, но ее присутствие в рецензируемой научной статье само по себе было событием. Авторы не исключали, что периодический акустический сигнал и морфология центральной полости могут указывать на объект неприродного происхождения, возраст которого предстоит установить. Статья вышла в среду. В четверг ее обсуждали в прямом эфире 4 крупнейших мировых телеканала. В пятницу пресс-секретарь Белого дома на брифинге впервые публично признал, что американское правительство внимательно следит за научными данными из региона Восточной Антарктиды. Китайское государственное телевидение в тот же день показало сюжет о успешной зимовке на станции Кунь-Лунь с кадрами жилых модулей, улыбающимися учеными и заснеженными просторами. Никакого бурового оборудования в кадре не было. В марте 2024 года из Антарктиды вернулся глициолог Марко Феррари, итальянский ученый, проработавший на соседней с Кунь-Лунь французско-итальянской станции «Конкордия» весь сезон. Феррари не давал интервью и не публиковал заявлений. Но на закрытой встрече Европейского полярного совета в Риме, куда его пригласили как очевидца событий в регионе, он рассказал коллегам 3 вещи, которые впоследствии стали известны через утечку протокола встречи. Первое. В январе 2024 года над куполом А в течение одной ночи Феррари лично наблюдал 4 посадки и 4 взлета тяжелых транспортных бортов с интервалом около 1,5 часов. Станция «Конкордия» находится в 600 километрах от Кунь-Лунь. На таком расстоянии огни крупного воздушного судна в антарктической темноте видны отчетливо. 4 рейса за одну ночь – это объем переброски, соответствующий крупной логистической операции, а не плановому снабжению научной станции. Второе. В феврале 2024 года сейсмографы станции «Конкордия» зафиксировали серию микросейсмических событий в направлении купола А. Не землетрясения, слишком слабые для этого, но слишком регулярные и слишком поверхностные для естественной сейсмической активности. Феррари описал их как сигнатуру, характерную для работы мощного механического оборудования на глубине нескольких километров. Третье. И именно это заставило зал замолчать. В конце февраля 2024 года акустические датчики «Конкордии», настроенные на мониторинг ледниковых процессов, зафиксировали изменения в сигнале, которые к тому моменту уже отслеживали все станции региона. 27-минутный цикл, стабильный на протяжении более 14 месяцев, изменился. Новый период составил 22 минуты и 40 секунд, и он тоже был абсолютно стабилен. Сигнал не исчез и не стал хаотичным. Он перестроился на новый ритм. Протокол встречи попал в прессу через 3 недели. Реакция последовала незамедлительно, но не та, которую ожидали журналисты. Вместо официальных заявлений и опровержений несколько правительств предприняли конкретные действия в течение 72 часов. Австралия объявила о немедленном выделении дополнительного финансирования своей антарктической программе. Франция запросила экстренное заседание консультативного совещания по договору об Антарктике. Южная Корея, которая до этого момента никак не участвовала в ситуации вокруг купола А, объявила о направлении в Восточную Антарктиду исследовательского судна с геофизическим оборудованием на борту. Китай в тот же период предпринял шаг, который наблюдатели расценили как попытку взять ситуацию под контроль иным способом. Пекин официально предложил создать международный научный консорциум по исследованию геофизических аномалий Восточной Антарктиды под совместным китайско-российским руководством. Предложение содержало конкретные условия. Все участники консорциума получают доступ к данным, но все решения о публикации и дальнейших исследовательских шагах принимаются консенсусом, то есть с правом вето каждого из ключевых участников. США и Европейский Союз отклонили предложение в течение недели, назвав структуру управления консорциумом несовместимой с принципами открытой науки. Россия предложение поддержала. На этом фоне группа Торвальдсена получила данные, которые исследователь впоследствии назвал точкой невозврата в своем понимании ситуации. Американский коллега из Массачусетского технологического института передал ему результаты спектрального анализа акустического сигнала. Не только его периодичности, но и его частотного состава. Сигнал состоял из нескольких наложенных друг на друга частот. Доминирующая частота менялась вместе с периодом, это ожидаемо. Но одна из составляющих частот оставалась неизменной при смене периода. Она не зависела от ритма сигнала.
В акустике и физике волны это означает одно: источник сигнала и модулятор его ритма, разные объекты или разные процессы. Что-то генерирует постоянный фон, что-то другое задает периодичность. Торвальдсен написал в своих рабочих заметках, которые позднее были частично опубликованы: если это природный объект, мы имеем дело с геологическим феноменом, не имеющим аналогов в известной науке. Если это не природный объект, то вопрос о том, кто его создал и когда, меняет все, что мы думаем об истории этой планеты. Заметки датированы 18 марта 2024 года. 21 марта Торвальдсен получил официальное уведомление от университета Тромсё о том, что его исследовательский грант не будет продлен по итогам очередного цикла финансирования. Решение было принято административным комитетом без объяснения причин. За 8 лет до этого грант продлевался 4 автоматически. Торвальдсен не остановился. Он перевел исследование на личное финансирование и в апреле 2024 года создал открытый репозиторий данных, куда любой исследователь мог загружать и скачивать материалы по аномалии купола А без институциональных ограничений. В течение месяца к репозиторию подключились 117 ученых из 23 стран. Данные начали складываться в картину, которую ни одна отдельная группа не могла собрать самостоятельно. Картина выглядела так. Под куполом А на глубине около 9 километров находится структура диаметром 18 километров с центральной полостью объемом от 2 до 5 кубических километров. Структура генерирует тепловой поток в 4 раза выше нормы и акустический сигнал с изменяемой, но всегда стабильной периодичностью. Вода над структурой содержит иридий, гелий-3 и специфический изотопный состав железа. Возраст воды не менее 15 миллионов лет. Возраст самой структуры по косвенным данным значительно больше. Ни одна из этих характеристик по отдельности не является необъяснимой. Все они вместе не объясняются ни одной известной моделью. В мае 2024 года произошло событие, которое изменило публичное восприятие всей истории. Бывший сотрудник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Дэниел Кросс опубликовал в открытом доступе внутренний меморандум, датированный октябрем 2023 года. Меморандум был адресован директору по науке управления и содержал результаты анализа спутниковых данных над куполом А. В документе прямо говорилось: морфология объекта не соответствует ни одному классу известных геологических структур. Рекомендуем расширенный анализ с привлечением специалистов по планетарной геологии и рассмотрение сценариев внеземного происхождения объекта. Меморандум был помечен грифом «для служебного пользования», не секретный, но и не предназначенный для публикации. Управление подтвердило подлинность документа и сообщило, что Кросс уволен. Формулировка «сценарии внеземного происхождения» в официальном внутреннем документе Американского космического агентства. Это не заявление о том, что под антарктическим льдом найден инопланетный объект. Это стандартная научная процедура. При столкновении с необъяснимыми данными перечисляются все возможные объяснения, включая самые маловероятные. Но в публичном пространстве эта формулировка прошла через медиафильтр и вышла с другой стороны в виде заголовков, которые уже не содержали никаких оговорок. Правительства отреагировали на медийный взрыв предсказуемо, усиленным молчанием. Ни одна из стран, располагающих реальными данными по аномалии, не выступила с развернутым публичным заявлением. Консультативное совещание по договору об Антарктике, созванное по запросу Франции, завершилось коммюнике из 4 абзацев, подтверждающим важность соблюдения принципов научной открытости, без единого конкретного решения. Между тем, на куполе А продолжалось бурение. Спутниковые снимки фиксировали активность круглосуточно. По расчетам нескольких независимых инженеров, основанным на объеме завезенного оборудования и темпах работ, китайская установка к середине 2024 года должна была достичь глубины около 6 километров ниже коренных пород, то есть примерно 3 километров до объекта. Что находится в центральной полости структуры, никто публично не знает. Возможно, это застывший расплав древнего астероидного удара с необычным химическим составом и случайной акустической резонансной характеристикой. И, возможно, это тип геологической структуры, которую наука еще не описала. Возможно, это что-то третье, для чего у науки пока нет готовой категории. Но вот что известно точно. Возможно, под антарктическим льдом скрываются невероятные тайны, а может, это просто давно забытая лотерея. Если вам интересно, что еще могут рассказать нам ученые и какие истории скрываются в недрах нашей планеты, загляните на наш сайт wideori.com. Ссылка в описании. 6 ядерных держав одновременно наращивают присутствие в регионе, где одна из них что-то нашла и отказывается показывать остальным. Договор, созданный для предотвращения именно такого сценария, не содержит инструментов его разрешения. Ученый, первым собравший открытые данные в единую картину, лишился финансирования. Сотрудник, написавший служебный меморандум с перечислением возможных объяснений, лишился работы. Акустический сигнал из-под 9 километров льда и породы продолжает звучать с точностью, недоступной большинству механических устройств, созданных человеком. 22 минуты 40 секунд. Снова и снова и снова.
Что бы это ни было, оно никуда не делось за 15 миллионов лет. Еще несколько километров бурения, и у человечества впервые появится шанс получить ответ. Вопрос в том, какое именно человечество этот ответ получит, и решит ли оно поделиться им с остальными.